Добрый день! Сегодня с вами Светлана и мои арт-диалоги. Сегодня у меня в гостях художник, замечательный, интересный человек Алекс Доль. Наше знакомство с Алексом уходит в далекий 2014 год. Можно сказать, что Алекс стоял у истоков нашего фестиваля и участвовал в одной из первых выставок в рамках проекта Art-Kunst, Art Visuel. Родился Алекс Доль в Оренбурге, живет в Москве и в Берне. С 2013 года член Союза художников России, почетный академик Академии художеств. Награжден высшим орденом Российской академии художеств за служение искусству. Лауреат международных конкурсов, участник международных проектов, таких как Swiss Vision, Family, по следам Суворова в Швейцарии, Swiss Vision Light, соавтор почтовой марки, посвященной 22-м зимним Олимпийским играм в городе Сочи в 2014 году. Его работы представлены в собраниях музеев и частных коллекциях в России, Италии, Германии, Лихтенштейне, Швеции, Швейцарии, Франции. Теперь встречайте Алекс Доль. Привет, Алекс. Приветствую, Светлана. Я очень тебе благодарна, что ты нас пригласил в эту прекрасную галерею. Я вам тоже лично и проекту благодарен за визит, за интерес, за то, что вы пришли. Несмотря на то, что мы живем достаточно далеко друг от друга в Берне. Да, 30 минут. Это практически Москва и Санкт-Петербург. Почти. Но мы встретились. Хочу задать первый вопрос, как я уже задаю всем. Год пандемии, локдауна, чем он для тебя был? Годом фрустрации, потери ориентиров или годом каких-то вдохновений, новых открытий? Здесь, в старом городе, жизнь изменилась совершенно качественно, потому что все было замечательно. Да? Берн – это столица Швейцарии, это город, находящийся под патронатом ЮНЕСКО. Это старый город, где я живу, работаю, где находится галерея, ателье. И здесь всегда кипит жизнь. Как бы то ни было, да, существует такое понятие о размеренной жизни Берна. Но несмотря... Есть даже такая поговорка, в которой говорится о том, что в Берне даже сидят медленнее. Это правда. Мы сидим медленнее, мы никуда не спешим. И совершенно верно, это правда, потому что в этом размеренном городе жизнь льется, течет совершенно в другом ощущении времени, пространства. Это маленький город, маленькие расстояния, но с большой жизнью. Берн посещает огромное количество туристов ежедневно, да. Это туристы из стран Азии, Европы, Америки. И случился в Берне паралич своеобразный. Почему? Потому что, казалось бы, город был яркий, насыщенный людьми, цветами, красками. И вдруг в определенный момент это произошло с 11 марта. И на следующий день, в понедельник, я думаю, это был, скорее всего, день, я пришел в галерею, я смотрю на улицу, сейчас ездят машины, да, снова ходят люди, а тогда было вообще никого. Была тишина, был город, если ассоциировать с кадрами фильмов, то это был Чернобыль. То есть как будто после атомной войны и еще опавшие листья с прошлого года, ветер их гонял по пустынным улицам, они такое жутчайшее, жутковатое ощущение создавали. Сталкер. Да, и, конечно же, существует психическая ситуация, да, когда ты смотришь на все это, и сознание, оно совершенно меняется. То есть мы привыкли к социуму, человек – это социальное животное, существо, да. Мы привыкли общаться, дружить, встречаться, праздники, искусство, да, это концерты, вернисажи, театральные постановки и так далее. А тут случился полный нуль. Конечно, это была некая нагрузка на психику, потому что очень печально, очень грустно стало, и такой быстрый обрыв, когда все оторвалось, все изменилось, и достаточно резко, очень сильно изменила жизнь. Пандемия для нас сыграла
две роли. Одну, как для всех, плохую, потому что галерея была закрыта, мы не могли никого не приглашать ни на выставки, ни на вернисажи, и не могли вообще приглашать гостей. Приватные встречи были также запрещены, да. И из-за того, что не было продаж, была грустная финансовая обстановка. Но зато за время пандемии у меня появилась новая серия работ. Так как было все закрыто, никого нельзя было встречать, провожать в галерее, я решил уйти в город. И у меня давным-давно зрела мысль написать серию работ о Берне. Я Берн очень люблю. Это очень красивый город, очень колоритный город. Все говорят о том, что это песчаник, и город наполнен серым цветом. Во-первых, песчаник, он зеленый. Огромное количество цветов на балконах, на мансардах, на окнах. И что примечательно, есть даже такой сорт Бернер герани. Да. Бернские герани. Бернские герани, они тоже красивые, они яркие, красные, колоритные и создают неповторимый шарм города. И вот такое трепетное состояние, как к живому организму, оно всегда присутствует. Я здесь живу, радуюсь, люблю этот город, но мне никогда не хватало времени написать его. И тут все закрыто, думаю, слава богу. Прям сама Божья рука подтолкнула к реализации этого проекта. И есть всегда, да, несколько возможностей. Существуют рефлексы, контрасты, солнечные тени, которые, как колорит, да, из чего создается картина. Это, да, картина мы можем посмотреть. Здесь, я думаю, наверное, не видно, но все равно поднимем, да. Это палитра. Палитра совершенно нормальная, обычная. Из чего она состоит? Она состоит из выдавленных на нее пигментов красок. Что такое краска масляная? Да, это масляный пигмент, перетертый камень, трава, земля, другой какой-то материал. Это ничего, это просто вот цвет составляющий. Но грамотное распределение этих красок на холсте порождает новую жизнь. Оно порождает новую работу, порождает новую атмосферу, ощущения и новый мир. Ведь художников, я уже начал говорить о том, что всегда ассоциировали с творцами. Да? Художник, как и Бог, создавал мир, но вот в своем пространстве. Наложение и компоновка красок создает образ города, человека и вообще мира. Да? Поэтому картина, она очень важна и ценна. Почему в исламе в неком понятии запрещены картины? Потому что человек не может создавать, а все-таки художник, он создает своеобразное пространство, пусть оно виртуальное, но оно тоже существует. И вот главным, да, чем отличается ремесленник от художника, это не только создание образа, но и вдохновение в него жизни. И вот это уже совершенно другое ощущение, состояние, потому что музыку можно тоже играть, но музыкой можно и жить, да, и это все зависит тоже от личности, которая отдает часть своего внутреннего мира, будь то душа, дух, можно как угодно это называть, и вкладывает в движение смычком, либо игры пальцев по клавиатуре фортепиано и так далее. И вот во время этой пандемии работа рук, красок и возможность уйти в город. Я походил по городу с мольбертом. У меня есть портативный мольберт, портативные краски, масло, холст. И писал город. Очень много людей подходили, потому что все же ведь стали безработными одновременно. Ну, да. Все так себя считали. На самом деле они должны были работать дома. Но, как понимаете, никто дома не работал. Все пошли гулять, все пошли в лес, туда как раз, куда я пошел рисовать, либо в город, старый город. И он все равно, они заходить не могли в галереи, в магазины, но все равно люди гуляли. И люди подходили, радовались, веселились. И у меня все равно некое общение с публикой присутствовало. И благодаря этому коронавирусу, благодаря первому локдауну, у меня появилась новая серия работ, которая называется «Берн». Она очень красивая, колоритная. Она рассказывает о ландшафтах самого города, о крышах Берна. Каждая картина была написана с той локации, где я находился, и то, что я видел. И что интересным еще является, для каждого города есть свои особенности. И
И вот Берн — это вытянутый город, да, если мы посмотрим карту старого города, это вот огибание реки Ара и сам полуостров, наверное Полуостров, же, да, да. Берн, Полуостров, да. скорее всего. И он располагает к панорамному виду. И все картины написаны в формате панорамы. Это и крыши бернские, и ландшафты, но не городской, а горный ландшафт, он всегда тоже панорамный же, да? Но что очень интересно и примечательно еще, в моем обществе, среди друзей, коллег, знакомых сложилась очень приятная компания. И я совершенно смело могу заявлять о открытости и широте бернской души, тем обусловлена духовная составляющая вот этих панорамных картин. То есть они широкие, как и бернская душа. То есть я могу сказать, что для тебя локдаун и вот пандемия тебе родила новые идеи. Локдаун меня не вдохновил, он дал возможность. Вот. Он дал возможность и время для работы, для творческой работы, для физической работы, потому что в галерее все-таки эта работа в неком другом контексте происходит. Да? Я здесь пишу цветы, я здесь встречаю гостей, живопись, да, что связано с природой, погодой, натурой непосредственно, она тоже уникальна. Когда закончится пандемия, вот локдаун, когда нас освободят от этих ограничений, что ты для себя ожидаешь в твоем творчестве? Когда закончится пандемия, это известно, наверное, только Богу. Нет, ну вот чего ты ожидаешь? Чего ты хочешь? Ничего не ожидаю, я буду продолжать заниматься тем, чем я и занимался. Она для меня не сыграла какой-то роли, которая поменяла мое сознание, впечатление. Ведь существовало огромное количество других заболеваний до пандемии. Мы же ведь живем дальше, и я буду дальше продолжать радоваться и наслаждаться жизнью. И все равно есть некоторая особенность, становится ценным человеческое общение. Человеческое общение, которое сейчас между нами присутствует, ценность возможности обмениваться энергетикой, энергией, информацией. Ведь слово, это же ведь есть информационная составляющая. Вот это, наверное, будет тоже одним из важных моментов, которые, да, как правило, в последнее время люди общались в Инстаграме, в мессенджере, в Фейсбуке, в WhatsApp, а живое общение сводилось к нулю. И во время этой пандемии, когда оно стало запрещено, общество поняло или поняло? Ну, не важно. Осознало ценность человеческого общения, обмена энергией и дружбы. Мне кажется, когда все закончится, просто все ринутся общаться друг с другом. Очень надеемся, что как только все это совершенно полноценно закончится, все встанут в очередь в галерею. Да, я тоже очень надеюсь и желаю тебе, чтобы так случилось. Какие новые форматы ты для себя открыл и в чем ты ищешь вдохновение? Вдохновение я нахожу в вине. Я недавно, у меня тоже была дискуссия, связанная с вдохновением, с музой, с творчеством, но я вдохновение черпаю в вине, в природе, погоде, в общении, в городе. Но общение — это один из важных моментов направления энергетики. Я страшно совершенно люблю дискуссии, споры, оживленные дискуссии, доходящие чуть ли не до драки. Я очень люблю спорить, я очень люблю спор, и во время вот этого общения происходит тоже вдохновение, потому что человеческая жизнь, да, мы связаны между собой, все люди, и это очень важно. Один из наиболее важных тоже аспектов, откуда появляется желание работать, ощущение получения наслаждения, да? Оттуда же ведь появляется желание что-то творить, что-то делать, и зарождается на света музыка. Я страшно люблю музыку, я страшно люблю оперу, я люблю классическую музыку. Современная музыка, она достаточно для меня сложна в понимании, и все-таки классика, которая прошла через столетия и осталась в сознании, в обществе и до сих пор звучит, это уже о чем-то говорит. Я страшно люблю органную музыку, я хожу на церковные богослужения только для того, чтобы слушать орган.
классическая музыка, скрипка, все эти инструменты, клавир, они тоже активизируют работу головного мозга, и после уже активного взбудораживания, активной фазы я перехожу в живописную плоскость, начинаю работать сам. Я работаю очень часто ночью, и музыка, и концерт, он очень вдохновляет. Опять же, если говорить о сравнении с сегодняшним днем, с локдауном и трансляцией, которая происходит, сейчас все транслируют концерты, я недавно тоже был на концерте. Трансляция этого концерта, она тоже велась везде, этот концерт смотрели в Ютубе, в других социальных сетях, это осталось записанным и сохранено в медиа и так далее. Но ведь важным является наслаждение получить напрямую от инструмента ощущение звука этого, потому что звука скрипки, звука удара молоточка по струнам фортепиано. А вот имитация, которая выходит из динамика, она не имеет того колорита и того магического чувства, когда человек напрямую от музыкального инструмента получает это ощущение. Музыка, живопись, культура вся, она прошла сквозь все эволюционное развитие человечества. Если бы она бы не была бы столь важна, она бы не смогла это преодолеть. Потому что общение, так же как и ухо, и музыкального инструмента звука, также общение картины, Да, общение полотна, цвета, самого произведения искусства и глаза, они тоже несравнимы с ощущением наслаждения искусством посредством телевидения, компьютера, другого воспроизводителя. Это тоже имитация. Но имитация, она не связана с реальностью. Да? Почему так важно ходить в музей? Почему так важно приходить в галерею? И почему так важно покупать у художников картины? да. Потому что если у нас не будут покупать картины, если к вам не будут приходить на концерты, мы с вами выберем как вид. Художников, артистов, музыкантов, певцов очень необходимо поддерживать, потому что это очень важный аспект, когда искусство развивается, искусство чувствует себя нужным, важным. Потому что если не существует этого ощущения, то человек теряет внутренний стержень, он начинает рушиться, стираться. Да? Это очень важно, потому что без искусства все равно будущего нету. Оно всегда присутствовало во всех эпохах. Да? Начиная от каменного века, когда люди рисовали на... Нет, не каменный век. Кто же рисовал? Кто начал рисовать на... Древние египтяне. Нет, Еще в раньше? пещерах. Я, к сожалению, так плохо с История. историей связан. Я тоже не знаю. Это надо спрашивать Игоря Петрова. Да, вот мы его тоже хотим пригласить, но на 1 августа. Ага, Мы хотим, вот, чтобы Национальный день да, Швейцарии. мы хотим, Он кстати, расскажет о Швейцарии. да, он расскажет о Швейцарии и о парламенте. И у нас есть такая идея, вот 1 августа пригласить Игоря Петрова, историка, знатока Берна, Доктор, профессор. да, доктор, профессор, автор многих книг в наш проект, и его глазами вы увидите закулисье парламента. Вот такая маленькая реклама. Это тоже очень интересный человек, Так поэтому что мы можешь с Игорем представить, дружим, да, я знаю, что вы общаемся дружите. очень. Но я хотела бы еще, чтобы ты что-то пожелал твоим поклонникам, твоим зрителям. Я думаю, что их очень много, твоих фолловеров вот в соцсетях. Вот скажи, пожалуйста, им. Сказать им, что у нас с ними происходит общение непосредством визита в галерею, потому что все те люди, которые находятся в галерее, те люди, которые находятся в социальных сетях, мы со всеми общаемся, дружим, встречаемся здесь непосредственно в галерее. И желать, что вам желать здоровья, это сейчас очень важное пожелание, но на сегодняшний день мы ожидаем возможности проведения вернисажа в галерее, и как только это будет разрешено, мы будем очень рады снова встрече здесь, в галерее на Gerechtigkeitsgasse 74 в Берне. Добро пожаловать! Спасибо, Алекс, за замечательную беседу, за то, что нашел минутку в своем графике, в своей жизни, в своих планах пригласить нас и
уделить нам время. Мы всегда рады друзьям, гостям, коллегам Да. по искусству. И у меня, в свою очередь, еще некая благодарность к вам, как к создателю фестиваля «Арт-диалог». Потому что лет, наверное, 7-5 назад В 2014. я участвовал в этом фестивале. Это было очень красиво, это радостно. И качество, красота и возможность проведения и объединения культуры и искусства в одном фестивале, это тоже очень уникально. Я вас очень благодарю. Мы всегда открыты к работе, к совместным проектам. Может быть, мы что-то сможем здесь провести у меня, в том числе в рамках вашего проекта, в рамках фестиваля «Арт-диалог». Поэтому мы открыты, мы очень рады вам, и мы очень вас любим. Я бы хотела, чтобы ты нам сделал немножко такой экскурс по твоей галерее и показал, что в ней находится. Ходить особо негде. Эта галерея не для футбола. Футбол здесь играть нельзя, несмотря на то, что если мы посмотрим на внутреннюю часть, там находятся шары. И, как правило, дети совершенно обожают вот эти мячики, которые сшиты руками. Почему я тут сделал акцент на мячах? Потому что они тоже очень такое яркое впечатление создают. Встреча в Лихтенштейне с парфюмерным домом Мартин Микалёв из Грасса, из Франции, тоже сыграла очень важную роль. И парфюмеры создали ароматы, которые могли бы отражать аромат цветов, аромат цветочных картин, которые вот по мнению специалистов в лаборатории парфюмерной в Грассе, как могли бы пахнуть картины. У меня присутствует в галерее только 2 парфюма, 2 аромата, мужской и женский. Можно попробовать? Обычно это делается вот так вот. Это совершенно профессиональный топовый Вот, парфюм. Они представлены в 288 странах мира. Их можно купить, этот парфюм, на Банхофштрассе в Цюрихе. То есть это топовый сегмент. Каким образом это происходит? Это практически полностью полноценно натуральный компонент. Это нужно растереть на самом деле, и в течение полчаса аромат только начнет раскрываться. Да, то, что сейчас вы чувствуете, оно не соответствует действительности. Это концентрат, который через полчаса начнет работать. Приглашаем вас во вторую залу галереи. У нас галерея состоит из 2 составляющих. Первая впереди, но также есть и внутренняя галерея. По внутренней галерее здесь находятся 2 проекта. Это Hommage an die Blumen, это световая инсталляция, которая тоже очень интересная. Я попрошу Свету выключить свет на секунду, и мы тогда сможем увидеть колорит самой инсталляции и вот это вот изменение световых диодов. Ведь что такое цветы? Цветы — это цвет и свет. Вот как раз что из них и вытекает. Очень интересный момент тоже в галерее. Это тот проект, который еще не был презентован, не было пока вернисажа, но в ближайшее время он будет. Но я уже о нем начал рассказывать изначально. Это серия работ, которая называется Берн. Важная составляющая этого проекта, который называется Берн, является тем, что она написана не только во время локдауна, но и то, что у каждой этой работы была та же самая локация художника. То есть я ходил, как уже рассказал, с мольбертом, с красками и писал то, что я вижу. И причем локации, они тоже уникальны. Во время выставки, когда полностью все лето и осень экспозиция цветов была представлена во французской церкви, как правило, да, есть такая возможность. У меня было паспорту. Паспорту — это ключ от всех дверей, от всех замков. И мне позволили попасть на крышу и на колокольню французской церкви. И вот с колокольни французской церкви, которая категорически закрыта для всех, открывается во время солнечного летнего дня уникальный вид. Мы видим Бернер Оберланд, Юнгфрау, Айгермюнх, и из колокольни Низен. Это символ Берна, один из символов Берна. И опять же, тот колорит города в временном промежутке с 15 минут 5 до без 15:05
крыши Берна подсвечены вот этим огненным оранжевым цветом. То есть совершенно это не моя фантазия, это реальная картинка, которую я наблюдал. Следующая картина посвящена Берну. Это ночной Берн, ночной город. Это балдахин, который был построен достаточно недавно с историей города. Это Нидек, это нижняя часть старого города с церковью, с маленьким облачком. Это такая летняя утренняя картинка. Мне приходилось вставать в 10 часов утра для того, чтобы 15 минут 11 каждый день находиться уже на той же самой локации. Работа заняла дней 5. Это такая своеобразная живописная инсталляция. Мы видим некую ассоциативную составляющую Ходлера, да, вот этот самый топор, это символ Швейцарии, один из самых известных художников, и те самые горы, которые видны из Берна, причем это было написано в городе, рядом с городом Туном, это все равно кантон Берн, это Бернер Оберланд, Тунское озеро, Хайлиге Швенди. Здесь, так как галерея на сегодняшний день маленькая, то у меня находится здесь несколько работ, но как только будет вернисаж с картинами Берна, все цветы будут выставлены в другой галерее, а все эти картины, которые здесь находятся, будут представлены публике полноценно. Вниз и посмотрим все картины. Это Берн с местечком Муриштагн, а это Лаутербруннен. Это одна из визитных карточек. Также кантона Берна с водопадом, с колоритом гор. Я должна сказать, что Алекс совершенно недавно въехал в эту галерею, потому что до этого он находился в другой, и он еще инсталируется сам здесь. У нас все сложно упаковано, а это яйца. Давай, я буду держать. Это пасхальное яйцо на сегодняшний день принадлежит католической церкви кантона Берн. Это Святая Троица. Это яйцо принадлежит Национальному музею Лихтенштейна и экспонируется постоянно в Шацкамере. Ох, какая красота! А этот объект выглядит вот так вот. Он тоже будет выставлен, но ему уже требуется специальный балдахин стеклянный. Сама инсталляция состоит из яйца. Это настоящее лебединое яйцо, это скорлупа лебединого яйца. Вверху находятся 3 колонны, каждая из них имеет 11 бриллиантов, всего 33 бриллианта, это жизнь Христа на земле. Картинка — это библейский сюжет Вознесения Христова. В нижней части находится 12 рубинов, это 12 апостолов, 12 учеников Христа. Символ воскресения Христова — это верба. И 3 изумруда, каждый из них 1 карат весит, символизирует Святую Троицу. Да. А деревянную составляющую для подставки я выбрал дерево, на котором по преданию повесился Иуда. Это дерево против вампиров. Если кто-то в галерею к нам придет из вампиров, мы в любом случае можем расколоть яйцо. Это как в сказке у Кощея. Расколоть яйцо и деревянную составляющую вставить в сердце вампира. Но мы этого не будем делать, потому что мы пацифисты, мы любим всех, и город Берн — это толерантный город. Спасибо огромное, замечательная экскурсия по твоей крошечной галерее, но очень... Да, она крошечная, но она очень такая информативная, сказала. Так что я тебя поздравляю. Спасибо и всегда добро пожаловать. Да. Мы здесь, мы для всех, мы для гостей, для друзей. В некоторых случаях у нас здесь разливают вино. Спасибо, Алекс. Добро пожаловать. Спасибо. А если включить свет? Это не надо. Света включила свет. Да. Как бы это ни звучало интересно, да? Ура! Ура! Мы вообще на какие-то камеры реагируем или просто между собой разговариваем? Мы между собой. А ты включила камеру, в принципе? Так, следующий вопрос. Перейдем к следующему вопросу. Ох, как мне сложно. Всегда так думаю, что же дальше? Это был замечательный проект. Не так. Бог с ней с этой картинкой.